Yugus X4 Pro. Это такой себе народный ТВ-бокс на iMlogic S905X4 на Android 11. И это, по-моему, один из самых долгожданных ТВ-боксов 2021, да, наверное, будет и 2022 года. Вот такой вот на канале Технозон. Поехали. Слушайте, будем делать сразу распаковочку, но скажу, озвучу то, что здесь написано. Во-первых, Android 11. Во-вторых, AV1 Codec Support. Вот читаем, да, что здесь написано. Теперь 4х32 LPDDR4. На секундочку, не путайте, потому что сейчас многие скажут, а вот есть куча конкурентов, там каких-то непонятных, мы еще сейчас это обсудим. Подождите, здесь LPDDR4. 32 гигабайта хранилище. У нас здесь есть 1000 мегабитный LAN. Что еще? ARM-Mali, все вроде бы стандартненько. А вот знаете, что меня интересует? Здесь eMMC версия 5.0. Слушайте, интересно. Есть у нас 2 на 2 MU-MIMO. То есть в отличие от Yugus X3 здесь MU-MIMO антенны. То есть у нас здесь будет по идее быстрее Wi-Fi. И заявлено HDMI 2.1 с поддержкой 4К 60 FPS 10 бит. Слушайте, ну ладно, давайте вскрывать. Написать-то можно много чего. Будем смотреть. Вот она, коробочка. Видели? Традиционный Yugus X4. На боках у нас все так же TF-карты. Есть у нас OTG разъем USB 2.0, USB 3.0. Вот они, USB 3.0. Есть у нас 5-вольтовый адаптер питания Type-C. И в данном случае это прогресс. Type-C это уже нечто. AV-out. Теперь разъем для инфракрасника, разъем для антенны и есть SPDIF. Конечно же, снимаем вот эту вот пленочку. Вот так вот. Пленочки нам не нужны, потому что они могут вызывать дополнительный нагрев. На самом-то деле используются как... Слушайте, а многие, наверное, не снимали пленочку, да? Что у нас в комплекте? Антенка. Кстати, мне интересно попробовать на MU-MIMO антенну задрать, дополнительную повесить, насколько увеличит обзор. Но я думаю, что здесь этого должно будет хватить. У нас есть блок питания. Наконец-то это более-менее нормальный блок питания с Type-C, 5 вольт, 2,5 ампера, 12,5 ватт. Должно нормально работать с SSD накопителями. Есть у нас удлинитель инфракрасник, но я буду использовать, знаете, что я сделаю? Я сейчас к нему подключу Yugus пульт. Киньте в меня Yugus пульт, пожалуйста, беленький. Вот он к нам прилетает, я буду использовать Yugus пульт, буквально они сейчас появились недавно в продаже, и это голосовой пульт с инфракрасной опцией, с обучаемой кнопкой, поэтому мы его попробуем завязать, и ссылочка на этот пульт будет лежать в описании под видео, как и ссылочка на Yugus X4 Pro на проверенного продавца. Поэтому я вот это вот сразу откидываю. Что у нас тут есть? У нас здесь есть еще мануал. Мануал цветной. Ладно, это не по нашу душу. Вот этот вот пульт, конечно, это такой традиционный бюджетный пульт, который Yugus любит использовать в своих коробках. Я его не использую, я вам говорю сразу, хотя здесь есть, видите, вот такой вот набор кнопок, которые программируются. Есть у нас набор цифровых кнопок. Ну, в принципе, такое себе действие. Мне он не нравится. Я вот говорю свое мнение, а ваше мнение уже мы можем, конечно, принять к сведению. Есть короткий HDMI кабель, коротыш, потому что, по сути, этот ТВ-бокс это такой, знаете, стик. Есть кабель коротыш. Почему я называю этот ТВ-бокс самым большим ожидаемым, вернее, ожидаемым ТВ-боксом этого года? Да потому что все то, что было выпущено на iMlogic S905X4, это, откровенно говоря, ну, не совсем то, что все ожидали. Были и X96X4, на который там как-то напялили прошивку от Mikulka M6 Deluxe, и в конечном итоге получили и ни сертификата не получили нормально работающих сетей, они просто-напросто перестали работать. Это все такие компромиссы. А 95XF4, который греется и который глючит,
будет. Плюс еще какие-то моменты, еще какие-то ТВ-боксы, X4 Pro, на которые никаких прошивок нет. И по факту что получается? Единственные нормальные ТВ-боксы с нормальными прошивками, у нас у которых есть и автофреймрейт, и Dolby True HD звук с DTS HD Master Audio, и какие-то моменты с 1000 мегабитным LAN, это либо Yugus AM7, либо Yugus X4. Конечно же, есть Mikulka M6 Deluxe, но все мы знаем, что он ограничен сертификатами, на него сторонних прошивок нет, root прав нет, записи на внешний жесткий диск нет, Android TV 10. Да, он неплох, но мы с вами здесь и тоже установим Android TV модуль. То есть мы в этом обзоре будем делать полный обзор. Мы поставим Android TV модуль, попробуем, по крайней мере, и проведем абсолютно все тесты, которые можно провести. Мы будем его гонять и в хвост, и в гриву. Поэтому, ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылочки я уже сказал где. А еще у нас есть очень крутые розыгрыши ценных призовых подарков, которые мы проводим периодически. И ссылки на условия очередного розыгрыша лежат в описании под видео. А мы берем этот Yugus, переходим уже на наш тестовый стенд и начинаем его гонять. Поэтому с вами Bubble и Yugus X4 на канале Технозон. Поехали! Друзья, конечно же, мы начали с чистого андроида, вернее, без какой-либо оболочки. Хотя, ну, если вы хотите вот такую вот Android TV оболочку, то дождитесь конца этого видео. Обязательно в конце установим Android TV модуль. Нам тоже интересно, станет он сюда или нет. Но одна из самых долгожданных новинок. И начнем мы именно с AIDA 64, для того, чтобы увидеть, что у нас здесь внутри. А здесь у нас, видите, как все интересненько. Я буду показывать мышкой, чтобы можно было отмечать. X4, производитель, 4х32. Конечно же, Bluetooth заявлен. И есть вот процессор Cortex A55 и TimeLogic S905 X4. 4 ядра по 2 ГГц. За отображение отвечает Mali G31. У нас разблокировано разрешение интерфейса до 4К. А вот этого, ребят, нету ни в одном боксе. Ну, понятное дело, что в Yugus AM7 с 1.02 то же самое. То есть, если вы сейчас зайдете в свой ТВ-бокс, который был выпущен до X4, вы увидите в этом меню 1920 на 1080. То есть, здесь базовое разрешение UI, вот так вот будет правильнее, 3840 на 2160. И это важный момент, это очень долго ждали. Сеть мы сейчас будем тестировать, версия Android 11, у меня root права установлены, конечно же, температура. По температуре данный бокс один из самых интересных. Я специально подключил все, что можно. Мы его гоняли несколько часов, доступ к датчикам температуры есть, мы их сейчас установим. Но при этом будем еще и не югусовские. Вот хочу проверить на честность. Давайте посмотрим по кодекам. Мне важен AV1. Все что так, вижу VP9.2, VP9.2 и вижу AV1 от TimeLogic. Хорошо, в этом есть момент полезный. Как и обещал, мы сейчас ляпнем CPU монитор прямо на экран, чтобы мы видели постоянно нашу температуру ТВ-бокса. Включаем наше плавающее окошко. И да, оперирую я именно вот этим вот пультом от Yugus. Это очень удобно, то есть вы можете мышкой здесь пользоваться, можете чем угодно. То есть данный пульт полностью совместим в Bluetooth режиме. Вот у нас слева мы видим вот это вот плавающее окошко, показывает сейчас 60 градусов. Вы можете наблюдать весь тест, все, что мы будем с ним делать. Давайте мы в настройках посмотрим, что же у нас здесь интересного. Интересное, в принципе, все точно так же, как в Yugus AM7. В настройках устройства, если мы пойдем об устройстве, мы видим X4, прошивка 1.02 на момент обзора. Обновляются они, теперь будут обновляться постоянно. Версия Android 11. Теперь входы и устройства. HDMI цик, управление громкостью работает. HDMI цик работает корректно, выключает, включает. И вы можете управлять громкостью, ну, допустим, вы будете клацать на пульте. Громкость у вас будет не Android диалоговое окно, а при поддержке вашего телевизора HDMI цика, то вы будете управлять громкостью вашего телевизора. Это важно. Теперь менеджер кнопок. У нас есть вот такая вот штука, как биндер кнопок. Что я сюда сразу рекомендую назначить? Я рекомендую на кнопку на Yugus, на саб-меню назначить сразу же AFR Calc, потому что мы тут про AFR проговорим отдельно. То есть теперь у нас при нажатии на субменю будет подстраиваться
изображение под частоту контента, вернее, подстраивается частота работы экрана вашего телевизора под частоту контента. Это очень классная тема. Теперь кнопка меню, вот видите, вот эта, которая на биндил, вообще на нее может одиночное нажатие, вы здесь можете сразу это все запустить автоматическую подстройку частоты, показать информацию об экране и звуке, вот, например, смотрите, показать информацию об экране и звуке, 2160, SDR 444, 8 бит. Ну, к сожалению, у меня сейчас так подключено. Или же показать, скрыть информационную панель, показать, скрыть системные панели, смотрите, то есть мы можем вот так вот раз нажали, скрыли, показали. Это очень удобно. Сделать снимок экрана. Давайте нажмем. Есть снимок экрана. И тут же огромное количество различных моментов. Выключить звук, показать окно недавних приложений, включение-выключение Wi-Fi, спящий режим, выключить, перезагрузить. Но это еще не все. Есть еще двойное нажатие. Давайте, например, на двойное нажатие мы поставим информацию об экране и звука. На одинарное нажатие отправить команду меню. На тройное нажатие мы поставим скрыть или панели. Длительное нажатие, еще длительное 4 действия на одну кнопку при использовании фирменного пульта Югус. Поэтому советую сразу докупать, ссылка в описании под видео. И показать окно недавних приложений. Смотрите, как это выглядит. Теперь я в главном меню нажимаю окно недавних приложений, вернее зажимаю, и у меня появляется вот такая штука. Круто, да, это действительно хорошо. Давайте дальше с вами посмотрим, что у нас здесь есть за функции. Кнопка меню понятно, и мышь у нас есть. Крупный указатель мыши. Давайте посмотрим. Воу-воу-воу! Также сократить время отображения указателя, использовать правую кнопку как назад, и можем регулировать с вами скорость указателя прямо в самом меню. То есть вот это вот очень классная тема. То есть Югус пульт это классно. Вот реально здесь полная интеграция под Югус пульт. Давайте уменьшим наш курсор мыши. Поехали дальше. Пока что мне нравится. Ой, как нравится. Экран и звук. Разрешение. Приставочка поддерживает от 480p до 4К. Ой-ой-ой, переключилась. Возвращаем. Переключились на 1080p 30 Гц. Давайте вернем 2160 60 Гц. Ай-яй-яй, сейчас нас опять выбьет. И вот здесь вот важный момент. Переключить на лучший режим есть, и есть заблокировать размер интерфейса. Это, допустим, вы можете заблокировать размер интерфейса на Full HD для приложений, которые меняют режимы экрана. Это важно, чтобы интерфейс не терял DPI, не растягивал, не терялся. То есть это нормальная тема. Цветовой режим. У вас есть, у меня сейчас, видите, у меня рекордер поддерживает только 8 бит. Если вы подключите к телевизору, он через Edit возьмет режимы экрана, и здесь появятся все режимы экрана, которые поддерживает ваш телек, и вы сможете это регулировать вручную. Также в цвете есть у нас HDR. Теперь насчет HDR. Здесь есть адаптивный HDR, всегда HDR. При этом он поддерживает и HDR, и HDR10, и HDR10+ для Samsung. То есть либо для тех телевизоров, которые поддерживают на QLED, которые поддерживают HDR10+. Данная приставка HDR10+ пережевывает. Панели интерфейс. Подождите, нет, в экране и звук мы еще не все закончили. Положение. Мы можем с вами менять положение экрана, в частности менять ширину, высоту для избежания оверскана. Ориентацию. Мы можем ее задать горизонтальную, вертикальную. Смотрите, давайте вертикальную зададим. Будет вот такая вот фигня. Твою же налево, как теперь вернуться? Ай-яй-яй. Давайте. Горизонтальная. При этом есть у нас политика, то есть это значит фиксированная с вращением в центре экрана, свободная, возвращать выбранную ориентацию. Это значит, что если у вас приложение поддерживает другую ориентацию, вы ставите свободная, и вот видите, вставляется в ориентации приложения. Вот свободная, оставаться в ориентации приложения. Когда вы включаете приложение, он поменяет ориентацию экрана и вернет это в случае со вторым, либо вы включаете ориентацию экрана под приложение, и потом оно при выходе останется в ориентации самого приложения. Классная тема. Теперь дошли до одного из самых важных моментов. Это автоматическая подстройка частоты. Это тот самый пресловутый автофреймрейт. И здесь она работает именно очень круто. То есть она меняет не только частоту экрана, а меняет еще и разрешение. При этом есть автофреймрейт. Вот давайте простыми словами. Автофреймрейт, который работает вне зависимости от системы. Сама приставка будет менять в любом приложении частоты
под исходную частоту контента. И частоту, и разрешение. Либо можно менять через использование кнопки AFR Calc, которую мы назначили с вами на кнопку субменю. Теперь у нас также есть вариант отправлять события паузы и воспроизведения видео при срабатывании подстройки частоты. Это важно, знаете для чего? Обычно стартуешь фильм, у вас пошли первые кадры, потом раз, щелкнуло в черный экран и выщелкнуло с черного экрана. Вот эта штука позволяет избежать вот этого переключения в черный экран. Это важно. То есть вы включаете фильм, и он уже переключит частоту, а потом уже включит сам фильм. Это классная тема. Всегда использовать дробные частоты, это важно, потому что 24 кадра и 23976, хотя вроде бы и близко, но не совсем то. И переключать 50 Гц для 25 кадров в секунду и 60 Гц для 30 кадров в секунду. Это важно, если вы используете ТВ-бокс на телевизорах с матрицей 50/60. Потому что приставка при переключении в 25 останется в 60 при неподдерживаемой частоте. Допустим, если у вас телевизор 50/60 матрица. Вы переключаетесь в 25, и она останется на 60. И будет стробить IPTV. Это вот частая проблема. То есть здесь эта функция есть. Если вы ставите 50 для 25, то он включит 50, который поддержит матрица, и тот же IPTV будет идти плавненько. То же самое и 60 для 30 кадров. Это тоже важный момент. Теперь задержка возврата параметров экрана в секундах полезла для IPTV. Это значит, что при переключении каналов он будет держать задержку перед переключением самого разрешения и частоты. Тогда у вас не будет этого мерцания. То есть это очень крутая штука. Плюс вы можете здесь задать еще список приложений, в котором переключать, либо не переключать этот самый автофреймрейт. Это просто невероятно. Поэтому, все круто. Все круто. Пока что выключаем. Мне в моем обзоре это не надо, потому что будет очень сильно это. Теперь расширенные настройки звука. Здесь очень все интересно. Давайте мы вручную выберем форматы, потому что приставка поддерживает, мы еще потестируем с вами практически все, вплоть до DS HD Master Audio, Dolby True HD и плюс Atmos пробрасывает через Dolby Digital Plus. Панели интерфейс. Вообще классная тема. Показать статусную панель, показать навигационную. Вы можете их, конечно же, скрывать, если вам не нравится. Здесь, само собой, есть шторка. Давайте я сейчас вот так вот вам покажу. То есть здесь, само собой, есть шторка, и в шторке у меня все висит. При этом можете запретить вытягивание панели. Это в случае, если вы хотите получить Android TV интерфейс, который мы сделаем позже, то вы просто-напросто запретите, и у вас не будет это появляться. То есть это классная тема. Окно недавних приложений. То есть вы можете здесь настроить плиточки. Это вот имеется в виду, вот я сейчас зажму, имеется в виду вот эта штука. То есть мы можем менять вид этих недавних приложений, можем уменьшить плитки, вообще размер плитки без фокуса и расстояние между плитками увеличить. Смотрите, что у нас сейчас получится. То есть мы изменили, у нас уменьшились плитки, расстояние между ними стало больше. То есть такую кастомизацию предлагает вот этого дела только Югус. Информационная панель. Очень любимая многими штука. Видите, здесь можно вверху показать нагрузку сети, показать температуру центрального процессора, частоту центрального процессора, загрузку RAM, режим экрана, цветовой режим HDMI. При этом у нас будет и панель боковая. То есть можно, видите, в виде окна показывать. То есть слева у нас, смотрите, вот слева у нас появилось окошко, которое можно двигать. Это очень немаловажный аспект. Потому что я сейчас вот это все скрою. И мне это не нужно показывать. То есть мне достаточно вот этой штуки вместе с вот этим вот отображением. Кстати, она даже более информативна. Мы сейчас поддержим, наверное, пока посравниваем температуру, потом отключим вот этот вот CPU монитор, чтобы он нам не грузил лишние моменты. Пускай работает, на throttling тест выключим, потому что это будут, скажем так, моменты, которые могут влиять на throttling тест. Теперь главный экран. Мы можем выбрать здесь лончер, который есть, приложение голосового ввода Katniss, анимации. Можем регулировать. Я знаете, что делаю в последнее время? Я ставлю анимацию на 1,5. Я вам серьезно говорю. Тогда это вот становится, здесь процессор достаточно мощный. Тогда знаете, как переключается? Смотрите, какая красота в меню. Смотрите, как меню переключается. Это вообще кайф. Оно такое становится мягенькое. Вот вы смотрите на него, оно реально крутое. То есть это вот мой лайфхак. Держите, пользуйтесь. 1,5 анимация, если мощный процессор, это очень красиво, смотрите. То есть это реально очень так. Это то, что говорят тут в Apple TV, там мягкая анимация. Вот где мягкая анимация, при этом которую вы еще регулировать можете. Теперь панель интерфейс мы с вами разобрали. Питание.
Не выключать экран можно поставить. Можно выбрать заставку. У нас в заставке есть часы, цвета, отключить экран, либо то, что вы установите. Например, тот же самый Aerial Dream. Режим энергосбережения. Вы можете ставить режим энергосбережения. Ой, верните мне питание мое случайно. Действие кнопки питания и таймера вы можете выбрать сон, гибернация, выключение, либо перезагрузка. И будить от движения. Будить от движения мыши или других устройств. То есть, если вы взяли пульт, он сразу включается через HDMI, там все включает свой телевизор, и у вас все это завелось сразу. Классная тема. Хранилище. Доступно 27 из коробки. Суперпользователь. Здесь есть через Magisk. То есть, суперпользователь у меня уже установлен. Здесь есть Google Ассистент, который, честно говоря, на Smart TV Box вообще мне не интересен как таковой. И в дополнительных настройках вы будете в меню чистого Android. Если вы спросите, где Samba и где NFS сервера, NFS клиент, где CIFS клиент и Samba, то они будут уже буквально в следующих обновлениях. Мы будем делать апдейты этих обновлений, мы будем показывать, как развивается экосистема Google, как развивается экосистема Yugus с новыми прошивками. Потому что те, кто думает, что вот, те прошивки одинаковые, Yugus X3, Yugus X4, абсолютно разные прошивки, и плюшки просто так не переносятся. Это те, кто думает, что мы получим прошивочку, накатим куда-то чего-то. Ребята, давайте поживем, увидим, что вы там куда накатите. Сразу переходим к тесту сетевых возможностей, потому что у нас подключен кабель, мы его отключим, будем тестировать потом все это дело на Wi-Fi. Мы подключены, давайте 1000 выберем. Мы подключены сейчас к нашему провайдеру. У нас новый провайдер, гигабит, Запорожье. У нас десятка от него, очень крутой провайдер. Ссылка в описании под видео. Мы сейчас с вами получаем, реально, вы видите эти цифры, через спид-тест. 943 мегабита, 937 на загрузку, на отдачу тут уже все зависит от сервака, но 370 на отдачу. Короче, 937 мы скачали. Давайте отключаем и сейчас посмотрим на Wi-Fi 5 ГГц. Напомню, здесь стоит MU-MIMO Wi-Fi, в отличие от Yugus X3. Здесь он получил апгрейд, существенный апгрейд, как для меня. Поэтому мы стартуем 5-гигагерцовое подключение. Давайте смотрим, что у нас получится. И здесь у нас ни много ни мало, там, немножечко 370-380 мегабит. 380 мегабит через Wi-Fi. Я вам скажу, это вот на уровне топов. На уровне топов. Я не буду называть, чтобы на меня там не обиделись. Там. Тут отдача зависит от нашего сервака. Там 252 на отдачу. Это мега показатель. Давайте 2.4 попробуем. Что у нас там с 2.4 вообще происходит. Для любителей чистого андроида, конечно, это идеально, но мы еще на ATV модуль его сейчас закинем. В конце попробуем. Реально вообще. Я сам честно скажу. Так, подключаемся на 2.4. Подключено, кстати, без проблем. 2.4 у нас в автоматическом режиме. Это вот у Xiaomi Mi стиков там проблема, приходится 36-й канал выставлять. И тестируем сразу же 2.4 через Wi-Fi. Здесь у нас среднячковый показатель. 37, 38, даже это средний результат. 38 мегабит на 2.4. Я от него чудес в 2.4 не ждал. То есть, вот серьезно вам говорю, то есть здесь вообще раздельные антенны, но в 2.4 я не ждал. Плюс нужно понимать, что у нас еще и Bluetooth подключен. Но есть как есть, мы показываем всю правду. В 5 ГГц он топ, а в 2.4 мы имеем средние показатели. Следующий тест, наверное, самый важный для ТВ-боксов, это тротлинг-тест. Мы-то уже его проводили, максимальная температура у нас там была зафиксирована. Мы стартуем, при этом заметьте, я его стартую с максимальной нагрузкой. Здесь висит окно, одно, второе. Мы не отключаем никакие Wi-Fi соединения, LAN соединения. Мы не закрываем никакие приложения, которые у нас висят в фоне. То есть, если посмотреть, то есть у нас там огромное количество разных моментов. Поэтому мы просто его берем и стартуем, и посмотрим на результат потом, через буквально пару секунд. Ребят, сделали мы тест. Максимальная температура была 72 градуса. Вот эти вот провалы, это момент того, что у нас включено плавающее окно и одновременно вот эта штука, но он прошел идеально тротлинг-тест. Мы сидели весь тротлинг-тест, и частота процессора ни разу не опустилась. Она как включилась 2.004 МГц, и весь тест у нас держала 2.004 МГц. Если я сейчас бы отключил вот это вот плавающее окно, но оно нам необходимо для того, чтобы мы
мы с вами сравнивали, во-первых, температуру и понимали, насколько он греется или нет, то вообще был бы ровненький. А если бы включили бы на час, на два, то он выровнялся бы, стал бы вообще без пиков. По тесту AnTuTu, по крайней мере на старте на этой прошивке, которая у меня есть, у меня AnTuTu показал 105 754 балла. Теперь по тестам производительности в 3D Mark. А вот здесь для меня было важно вам показать, как проходит именно 3D Mark тест. Почему? Потому что мы, вот то, что мы достигли там 72 градусов, что вообще более чем хорошо, имеется в виду в пределах температуры, мы не достигаем в графических тестах даже близко таких температур. То есть мы гоняем и получаем примерно то же самое. То есть обычно, знаете, как там проводишь тротлинг тест, потом садишься играть и получается совсем другая ситуация. Ждем конца теста и уже возвращаемся к результатам. В Ice Storm Extreme он набрал 5753 балла, что в принципе соответствует данного типа процессору. Ну и в Ice Storm Extreme это 10270 баллов соответственно, поэтому во что-то поиграть мы сможем. В частности, сможем поиграть в АТВ игры и обязательно попробуем GeForce Now. А вот знаете, что хотел бы вам показать? Это вот очень классная штука. Мы видим, что у нас запущен Yugus сервер. Это очень важная штука. Почему? Потому что на других ТВ-боксах есть там, допустим, Chromecast, вернее, ну да, Chromecast встроенный, есть Miracast, а здесь Yugus сервер есть, который у нас заменяет все, в том числе и пульт. Вот мы сейчас загрузили Yugus пульт, достаточно, ну давайте подключимся по Wi-Fi, можно быстрое соединение, у меня X4 уже заведен, я могу нажать и посмотреть, как это работает. Смотрите, у нас есть в меню, видите, у нас здесь статус Ethernet подключено, статус Bluetooth подключен. Ожидает подключения. Можем его подключить и через Bluetooth, и через что угодно. Мы можем зайти в стрелочную навигацию. И у нас получится обыкновенный пульт. И можем делать вот такую вот стрелочную навигацию. Это привычный пульт. Можем показать клавиатуру, можем там, допустим, убрать клавиатуру. Все нормально. А теперь, очень немаловажный момент. Даже здесь голос есть. Вы поняли? Ну, который вызывает местный Google Ассистент. Теперь, ребят, есть тачпад, а это значит, что мы можем получить аэромышь, уже даже используя Yugus пульт через Yugus сервер. Это не все, у нас есть зеркальный экран, мы можем зеркалировать Yugus на вашем смартфоне, то есть вы можете использовать Yugus, вернее ваш смартфон как экран для Yugus. Вы выключили нафиг ваш телевизор и смотрите музыку. Этого не может ни один ТВ-бокс, вообще никакой, кроме Yugus. Вы выключили, погасили телевизор и хотите слушать музыку. Вы включили там ютубчик, телевизор выключен. Телек выключен, и вы тут ютубчик себе там включили, слушаете, у вас в колоночках музыка дубасит. Красота, красота, ребят. Это очень крутая фишка. Дальше, воспроизвести видео. Вы можете здесь выбрать файл, который у вас есть, допустим, на смартфоне. Это аналог Miracast, скринкаста или чего-то там угодно, любой другой технологии. Я могу зайти в камеру и воспроизвести какое-нибудь видео прямо на экране нашего смартфона. И тут включается: Олег, вернись ко мне. Леша, заблюришь, пожалуйста, потому что будут не очень приятные. Мы обычно Аню так троллим. Теперь показать галерею изображений. Вы можете транслировать изображение. Ну давайте уже, ладно, галерею изображений покажу. Что-то из DJI альбома, например. У меня здесь вот выберу файлы, которые я хочу туда затранслировать. Нажимаю «Готово». И у нас появляется галерея на нашем Yugus. Это обалденная опция. Смотрите, то есть он меняет эти изображения. То есть здесь было два одинаковых. Сейчас вот еще одно изображение. И он вам покажет галерею. Представляете, вы собрались в большой компании, сели перед телевизором. Говорит: я сейчас вам покажу. Или другой кто-то: я тоже покажу. И вы начали на телеке просматривать. Или там романтический вечер. Вы привели девушку, подготовили там какую-то подборочку. Там раз, смотри, я здесь был, я здесь был. Это очень круто. Даже для презентации это можно использовать на самом-то деле. Теперь дальше. Ну, голосовой поиск меня... А ну, тихо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Я не знаю, зачем здесь такой момент реализации. Ну да ладно. Теперь и есть джойстик. Немаловажный момент. Хреновый. Тачевый джойстик, но джойстик. То есть он работает в играх. И когда мы игры будем проверять, Алексей, твое дело напомнить мне, чтобы я использовал еще и этот геймпад. То есть у нас есть геймпад, который мы будем использовать от Соньки. И будем использовать вот такой вот геймпад программный. Поэтому Yugus сервер — это очень крутая штукенция.
А теперь представляете, что это все еще и на Android TV, который мы с вами сюда установим. Дальше все интереснее. Мы должны с вами протестировать мультимедийные возможности. Для этого мы подключим наш SSD-диск и пробуем, как у нас бокс взаимодействует с внешним SSD. Для этого мы запустим с вами Gemini Man, допустим, стандартной галереи, чтобы понять, насколько он декодирует через стандартную галерею, будет понятно, что могут сторонние плеера. Фильм пошел идеально, HDR срабатывает, у меня даже Dolby Digital на нашем Пионере заработал. Слушайте, ну отлично. Теперь наблюдаем за температурами. Дело в том, что при таком моменте 64 градуса при проигрывании 4К 60 FPS фильма, давайте перемотаем куда-нибудь подальше, вот 4К 60 FPS фильма, поверьте, ну, это достаточно хорошая температура. Я, правда, вот не очень люблю 60-кадровые фильмы, но смотрю их с удовольствием. Теперь попробуем еще с вами потестировать парочку каких-то достаточно тяжелых роликов. Вот есть у нас от Sony Pictures в МКВ. Это шикарнейший, тоже HDR сработал. Теперь температура 63. Это все 4К ролики. Вы должны понимать, что это 4К. 4К, 4К по-разному называют, но это демонстрационные ролики специально для проверки возможностей. По звуку у нас, к сожалению, максимальное, что поддерживает наш ресивер, это Dolby True HD, поэтому мы, в принципе, и начнем с Dolby Digital Plus. Будем тестировать с вами через VLC с включением прямого проброса звука. Именно в таком формате работает здесь 5.1, 7.1 звук. То есть здесь нет декодера, но есть режим pass-through, в котором он пробрасывает, ну, допустим, давайте мы с вами выберем сам по себе новый том и сразу же будем смотреть, что он пробрасывает. Dolby Digital Plus. У нас есть Dolby Digital Plus, ну, в частности, он пробрасывает через Dolby Digital и Atmos возможен, но у меня проверить не на чем. Dolby True HD, пожалуйста, мы имеем с вами Dolby True HD звук, это тоже не вопрос для такого ТВ-бокса. Теперь DTS, давайте, DTS ядро 5.1, DTS ядро 5.1 есть. Отлично. И DTS HD Master Audio. Это тоже очень важно. Long Lossless. Давай. Оно есть. DTS HD Master Audio у нас тоже есть. Поэтому ни с проигрыванием фильмов с жесткого диска или с SSD диска, ни с проигрыванием 5.1, ни в коде, ни в VLC вопросов не должно быть. При этом даже и в Vimeo при включении режима прямого проброса тоже будет все отлично работать. Теперь мы тестируем YouTube. Тестируем YouTube на нашем втором канале, конечно же, где у нас есть очень тяжелые видео 4К, HDR, которые мы сами сюда и заливали, мы их сами и снимали. Вот, пожалуйста, все воспроизводится. Если вам интересно, как это все дело выглядит в HDR, то вот вам картинка, где написано VP9.2. И сейчас наше дело еще проверить AV1 кодек именно для этого момента. То есть у нас должен работать AV1. Давайте так. 0 дропов, 4К, наше тяжелое видео, все воспроизводится, температура до 69 градусов, что абсолютно отлично и нормально даже, и даже отлично для ТВ-боксов и для проигрывания такого контента. Выходим. Мы сейчас найдем видосик Япония 4К, ой, вернее, Япония 8К, и видим, что AV1, это один из самых таких скандальных роликов, и видим, что AV1 кодек у нас работает. И работает, конечно же, декодирование, и, конечно же, воспроизводит. Поэтому вот вопросов к YouTube вообще никаких нет. Он работает идеально. Притом, ну, я специально вот эти вот держу панели для того, чтобы вы видели, как это все отображается, как оно нагревается или не нагревается, загрузку памяти. Вы же понимаете, что это все убирается очень вот так вот запросто. Эти все тестовые панели мы уже это с вами разбирали в главном меню. Connect видели? 185 мегабит. Вау, вау, вау. Конечно же, мы с вами должны еще и помучить 4К каналы IPTV. Сейчас прогружаются как раз картинки, прогружается IPG, но мы можем уже в принципе запустить 4К канал какой-нибудь и смотреть IPTV именно в таком шикарном разрешении 2160p. Пробуем попереключать каналы. Все переключается мгновенно, декодирует отлично. Вот, пожалуйста, возвращаемся обратно. Я без всякого монтажа переключаю это в режиме реального времени. Смотрите, то есть, конечно же, с такими шикарными сетевыми модулями и достаточно нормальным процессором, я думаю, проблем вообще не будет. С 4К у нас IPTV вопросов тоже нет.
Но с IPTV-то ладно, все круто. А давайте мы с вами потестируем Google ATV поиск, потому что я как-то даже забыл, мы в Yugo сервере протестили, а с пульта-то давайте пробовать. Самый лучший фильм. А, мою словил. Ну, словил самый лучший фильм и нашел его даже во всех приложениях. Здесь изначально из коробки в прошивке встроен Google Katniss, поэтому к настройкам особо не нужно морочиться. Если у вас есть Google голосовой поиск, вернее, голосовой поиск в пульте, то он будет работать из коробки. Это все действительно хорошо, даже на чистом андроиде без ATV-платформы. Давайте дальше тестировать. По поводу сертификации. Конечно, сертификации в данном TV-боксе нет. Но если вы боитесь, что не будет работать какие сервисы, например, как Megugo или тому подобное, да, они будут работать и достаточно неплохо. Вот, пожалуйста, мы зашли в Megugo, можем зайти в фильмы, в телеканалы, по подписочке, все будет отлично работать, как мы видим, да, и даже 4К HDR есть, ребята. Да, без сертификации 4К HDR. Вот, пожалуйста, фильмы вы можете смотреть, и будет все у вас работать. И здесь разблокировано 4К разрешение, он все видит. Ну, ой, не, это платный какой-то фильм, мне интересно. Слушайте, давайте по подписке все-таки включим. Проверить-то надо. Ну вот, добрый вечер, Ultra HD 4К HDR. Главное еще и правильный из технозон инсталлера установить Megugo клиент. Заработало. Заработало. Так, смотрим. Да, все работает, ребят. Все работает. Пожалуйста. Megugo 4К HDR фильм идет. Ну, вот есть как есть. Конечно же, Netflix вы здесь не увидите. Ну и хрен с ним, с тем Netflix. Не для того брали. Обычно в телевизорах, на которых мы это смотрим, Netflix и так уже есть. Давайте дальше с вами смотреть. Что у нас с торрентами? Будем использовать TorServe Matrix, последний. Установим сервачок последний. Видите, у нас даже есть root права. Это важно, потому что если мы зайдем сейчас с вами в настройки, то у нас появляется здесь запускать сервер от root. А это гарантирует то, что сервер не будет выгружаться даже в самых тяжелых торрентах. Видите, у нас даже память сейчас забита, и у нас, давайте, смотрите, как мы можем ее почистить. Мы можем вот так вот сделать, такой, оп, у нас все убито. Заходим обратно в TorServe. Кстати, то, что память забилась до 3 гигабайт, ну, у нас там висели все эти сервисы, они проигрывали, что-то говорит о том, что здесь не фейк память, как минимум, что здесь реальных 4. Идем в настроечки. Что мы будем использовать в настройках для такого TV-бокса? Мы будем в TorServe Matrix использовать 96/95, буфер предзагрузки 0 поставим. У нас сетевые модули крутые. Теперь мы будем использовать торрент соединений минимум 26. Да, 26. Я всегда так смотрю. Можете ругаться, можете нет. И все. Этого достаточно. Все, что я хотел сделать, здесь сделал. Выбор плеера мы с вами выберем, конечно же, Vimeo будем использовать. Слушайте, ну красота, работает вообще отлично. Давайте сразу проверим фильм «Аватар» на том же самом NUM. Поэтому найдем его через голосовой поиск. «Аватар». Аватар заработал. Давайте мы его сейчас посмотрим, где он у нас есть. HD видеовок в NUM. Вот, пожалуйста, в NUM найден. Откроем NUM. Выберем наши самые интересные раздачи. И выберем стандартный наш 102-гиговый фильм через TorServe Matrix. Добавим и проиграем. Скорость закачки более чем достаточная, стартовая, а там уже он разгонится. О, фильмец пошел, 100-гиговый. И будем смотреть. Главное в данном моменте на температурку смотреть. Видели, 67-68 градусов. И это немного. Сейчас еще и будем перематывать его и смотреть. Здесь темное место, так и должно быть. А еще у нас автофреймрейт срабатывает. Вот это вот прелесть, конечно. Давайте, ждем. Нам уже нужно поиграть, да устанавливать NTV модуль. Все проигрывает. Ребята, если вы сейчас видите какие-то поддергивания, то фильм идет 24 FPS, а данное видео мы пишем 60 FPS. Разность кадров здесь идет на один кадр, мы теряем, знаете, сколько нам не достает? 60 минус 24, вот так вот. Вернее, на 1 секунду. То есть каждую секунду сбрасывается, это не так, что там идет, как допустим, в самом телевизоре, вот так вот, там сбрасывается через какой-то кадр. А у нас, знаете, там 1 секунда прошла, и синхрон идет вот таким вот образом. Ждем бар. Вообще, давайте перемотаем куда-нибудь. Перемотаем, тогда будет сразу видно по буферу. Давайте, нажали перемотать. Ждем. Включилось. Работает. Мотает 100-гиговый торрент. Давайте еще мотаем. А ну давай. Куда-нибудь сюда. Ждем. Включилась, фризанула, пробуферила, проигрывает.
Отлично. Давайте дальше поехали. Ждем, 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 ждем. Кстати, 20 мегабайт в секунду. Это почти соточку он сейчас этот фильм потребляет на сети. Ну, нормально. Нормально. Даже уже больше соточки сейчас полезет. А давайте какую-нибудь баталию. Слушайте, весь фильм перемотали. 100-гиговый аватар. Пожалуйста, тянет как не знаю что. Давай дальше. 23 мегабайта, 24, 33 мегабайта, 37 мегабайт. Знаете, о чем это говорит? Я вам сейчас скажу. О том, что он потреблял сейчас трафика по 300 мегабит при перемотке. 300! Ничего себе, 300 мегабит. Ну, слушайте, проигрывает. 100-гиговый аватар играет отлично. Но все, с мультимедией у нас вообще вопросов быть не может. Что же с играми? Так, будем играть в Асфальт 8, и все-таки я что-то вот простые игры, я в них не сомневаюсь, а мне интересно конкретно поиграть в GeForce Now, потому что маленькая коробочка и GeForce Now большой. Ждем. Сейчас я использую вот такой вот пульт, это не пульт, а геймпад, это клон Sony PS4. Кстати, у него, знаете, что у него мышка, газуем. Все, поехали. Ну, конечно же, работает отлично. 73 градуса. Обычно вот эта вот мини-игра в Асфальте, она разогревает сумасшедшие приставки. И здесь по-другому быть не может. О, первого сбили, второго есть. Поехали дальше монетки собирать на старт нашей игры. Смотрите, 74. Мы должны прогреть. Прогреем мы в танках, скорее всего. В танках прогреем на полную. Это я вам гарантирую. Так, 74, даже 75. И смотрите, следим за частотой. 73, 74, 73. Если она упала до 73, то это вот пороговая температура для вот этой вот самой игры, в которой вот 75, 74 смотрим. И мне важно смотреть на частоты. Она не должна тротлить, чего она в принципе и не делает. Так, поехали, подразгонимся. Все-таки поиграть должны. Отличная реакция. Input лага практически нет. То есть Bluetooth отрабатывает хорошо. Даже при условии того, что у нас подключен и Bluetooth пульт, и Bluetooth геймпад. Слушайте, а давайте я сейчас вот это вот все дело. Так, тормози. Не-не-не-не-не-не. Затормозили. Сейчас мы включаем Yugus сервер. Yugus пульт, вернее. Подключимся по Wi-Fi быстренько. И включаем джойстик. Работает, что ли? Работает, да ладно. Слушайте, для простых казуалок... А ну сейчас, чем газовать здесь? Ой, нет, продолжить. Слушайте, а работает, а? Ой, неудобно, конечно, на экране играть. Ай-яй-яй. Вообще, но он работает. Подтверждаю, то есть как геймпад он работает, конечно, такой себе, честно говоря, немножечко урезанный геймпад, поэтому, ну нет, я вернусь, наверное, к своему PlayStation 4 геймпаду, на нем все-таки поудобнее, по крайней мере, это, который я покупал на Алиэкспрессе. Слушайте, это ладно, откидываем, давайте позакрываем все игры. Запустим World of Tanks. Вот где греет приставки, я вам серьезно говорю, там задействована и процессорная мощность, и плюс еще у нас сетевые моменты, и графика, и процессор задействован, здесь максимальная нагрузка. Поэтому танки на ТВ-боксе они выжимают по максимуму по нагреву. А вы знали, хотя некоторые обзорщики показывают, что не работает геймпад в танках, присоединяйтесь, ребята, все работает. Ого-го. Так. Я вижу сейчас FPS. У нас средние настройки. И поехали. Ой, поехали. Нам нужно очень быстро слиться. Температура 73 градуса. Я думаю, градусов до 77 сейчас разогреем на танках. Нечего делать. Так, поехали. Где там наши орлы все? Тут уже такая война идет. Ну давай. Сводимся. Давай. Тух. Есть, мы его не пробили, что ли? Вообще жесть какая-то. Что это за беспредел? Он спрятался за слитым танком. Ах ты гаденыш. Сейчас мы тебя все-таки своим ИСом. На тебе! Броня не пробита. Вот это облом. Тоже, конечно, промазал. Знаете, куда можно попробовать попасть? В эту штуку верхнюю. Вот это будет, конечно, прикольная штука. Давай. Пум! Что, мы не попали, что ли? Кокела промахнулся, все как обычно, ребят, все у нас как обычно. Температура 74 градуса, не разогрели мы его до 77, вот не смогли, конечно. Мне вот интересно все-таки в эту штукенцию попасть. На!
Что нет? Это что, бах какой-то в танках или что? Ну, поехали, поразвлекаемся немножечко. Давай, 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 давай. Давай сюда, сейчас тебя прорядим. На тебе! Гусеничку мы тебе законтрили. И сейчас начнем над тобой издеваться по чуть-чуть. Давай в бочинку, в бочинку, в бочинку. Пум! Да ладно, слушайте, что это? Опять мы ему гусеницу сбили. Меня слили. Танки работают. Хоть некрасиво, но работают. Ну, не будем говорить, что это некрасиво, потому что работали они действительно хорошо. Опа, Том Брейдер, любимые мои волчки. Для тех, кто давно подписан, знают мою эпопею с проверкой на волчках. Я тут двоих волчков, я их то убиваю, то не убиваю. Обычно проверяю на этом геймпаде, очень удобно выцеливать. И очень удобно, кстати, слушайте, хотите ссылочку на этот геймпад, размещу в описании под видео. Он не самый лучший, я вам скажу, далеко не самый хороший, но он работает. Давайте, так, мы сейчас найдем волчков. Вот сейчас меня точно сожрут. Вот точно сожрут. Вот как пить дать. Давайте, сейчас он здесь появится. Нам главное проверить, чтобы у нас не зависал. Так, появился первый волчок. Геймпад гадкий, конечно, выцеливать очень неудобно. Что это такое? Так, одного волчка есть. Второй волчок. Волчок, иди нафиг. Волчок, ты где? Волчок. Где волчок? Слушайте, ну не виснет. Играем? Играем. Где волчок? Вот он. Оп, от одного увернулись. Ну, давай, 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 добивай. 2 раза в него попал, 3 раза. Есть. От одного прибили. Давай, сейчас тебя еще расстреляем. Ну, слушайте, по 3 раза попал. Это просто трэш. Но не зависло. То есть в чем фишка? Неподдерживаемые устройства обычно фризуют уже буквально через, ну, в которых нет достаточных кодеков, они фризуют буквально через половину там, минуты игры. То есть обычно, когда доходишь до этого моста, еще опять волчки. Что это за бред? Не, подождите, у вас что у вас так много? Ну нет, ну нет, ну нет. Зарезал? Все, одного заколол нафиг, еще одного заколол. Что-то я сегодня сильно с волчками расходился. Он за мной бежит. Иди сюда. Слушайте, где? На. Что это за глюк вообще в Ларри Крофт? Потому что реально, ну, не должно быть такого. Где он? Столько волчков. Все-таки, знаете, если судьба в Ларри Крофт быть сожранным, то тут уже ничего не сделаешь. На, второго закололи. Все, отлично. Я надеюсь, волчков больше не будет. Но при этом играет. Слушайте, все, выходим. Работает. Теперь дубанем АТВ-модуль по-быстрому. И уже будем заканчивать наш обзор и делать какие-то резюме. Давайте заходим в Magisk. У меня загружен заранее модуль. Ссылочка на модуль в описании под видео. Нажимаем модули, установка из хранилища. Вот, есть у меня Magisk AM7. Давайте файл браузер. Я его закидывал себе в download. Вот он, Magisk AM7 zip. Так, идет установка. Вообще устанавливать лучше через Total Commander, потому что через файлы может выдавать ошибку раззиповки через Total Commander. Я выбрал. Ждем. Сейчас он перезагрузится. Посмотрим. Если у нас устанавливается еще Android TV модуль на этот X4, то вообще будет отлично. Это Magisk для AM7. По идее должен подойти. Прошивка-то одна и та же. Да ладно, что, пошло, да? Давайте перезагрузимся. Пошла загрузочка. О, есть. Здесь, конечно же, сразу придется подождать, потому что фактически, ну, он должен установить весь необходимый софт, который здесь был, ну, он установит все сервисы, то есть ты ждешь минут 10-15, пока там все это дело нормализуется, но то, что это работает, это факт. То есть Android TV модуль работает. То есть мы можем с вами спокойно им пользоваться. Ну, давайте зайдем в меню приложений. Все, супер. Ребята, просто супер. Выходим и резюмируем данный ТВ-бокс. Ох, я вам скажу, я вот думаю, что все-таки X4 Pro по праву можно назвать действительно народным ТВ-боксом.
он действительно классный, он действительно хорошо работает, он не греется, в нем есть все типы автофреймрейта, весь звук практически у него разблокировано 4К разрешение нативное рабочего стола, у него работает отлично HDR, у него работает в этом все. При этом отличие от простого Yugus X3 это MU-MIMO Wi-Fi, новый процессор, поддержка EV1 кодека, чуть быстрее Wi-Fi, даже не чуть, а Wi-Fi конкретно интереснее, даже с вот этой вот маленькой антенкой, и все в нем абсолютно работает. А учитывая, конечно, его цену, я думаю, очень даже нормальный вариант. Поэтому ссылка в описании под видео, мы его конкретно рекомендуем, он войдет в топ. И, ребят, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.